Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. Я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Какое будущее ждет российский газ на рынке Китая? Сила Сибири вышла на максимальный объем. Силы Сибири 3. Все отлично. Вопрос лишь в Силы Сибири 2. Ряд изданий пишут, что у Китая нет спроса на 50 миллиардов кубометров газа из Силы Сибири 2. Борис Леонидович, так все-таки, что ждет российский газ на рынке Китая? По-моему, на нашем канале неоднократно эту тему затрагивали, рассматривали со всех сторон. По силе Сибири новости у нас поступили 20 сентября, когда было подписано соглашение «Газпрома» и китайского партнера по контракту CNPC, China National Petroleum Company, о том, что вывод на проектную мощность на 38 миллиардов кубометров газа в год состоится не в 2025 году, как планировалось, а вот уже сейчас. Собственно говоря, с 20 сентября началось увеличение объемов поставки. Это уже совершенно определенно. Здесь особо обсуждать, по-моему, и нечего. Разве что дождаться, когда выйдет на полную мощность Амурский газоперерабатывающий завод, с тем, чтобы посмотреть, как будет развиваться наш дальневосточный газовый кластер. Не просто газовый, а газоперерабатывающий кластер, если уж точнее. Кроме того, от силы Сибири началось строительство ответвления, которое должно соединить с дальневосточным маршрутом, который в настоящее время тоже строится. Дальневосточный маршрут – это еще 10 миллиардов кубометров газа в Китай. Но для этого газопровод должен пройти Хабаровский край и Приморский край. Соединение силы Сибири и дальневосточного маршрута – это возможность увеличить объемы газификации прилегающих территорий. К прилегающим территориям у нас автоматически попадает Амурская область, Еврейская автономная область и Приморский край. Достанется ли что-то Хабаровскому краю, будем смотреть, какой объемы спроса будут заказаны. Договоренности между «Газпромом» и правительством Хабаровского края имеется. Будем смотреть, с какой скоростью все удастся реализовать намеченное. Строительство газопровода – это не настолько быстрое событие. Собственно, опять же, на нашем канале я неоднократно говорил, что те потери, которые по объему у нас случились в Европе, компенсировать быстро не удастся. Это было, арифметика, наука строгая, никуда не денешься. Если мы, грубо говоря, в Европу поставляем на 150 миллиардов кубометров газа в год меньше, то теперь надо говорить не о росте, а о восстановлении на самом деле. Восстановления быстрым не будет, но то, что выходит на полную мощность сила Сибири, это, если сравнивать с 2020 годом, означает прибавку по дальневосточному направлению 18 миллиардов кубометров газа в год. Вот первый объем, который удалось компенсировать. Начаты поставки в Узбекистан. Если смотреть по тем данным, которые дает Министерство энергетики Казахстана, предусмотренный объем 2,8 миллиарда кубометров в этом году уже будет явно превышен. Если темп сохранится, а вероятнее всего он сейчас будет даже нарастать, отопительный зимний сезон наступает, то речь будет идти где-то о 4-4,5 миллиардах кубометров. Вот здесь более-менее понятно, так же, как более-менее понятны планы Узбекистана увеличить объемы поставок газа с севера до 11 миллиардов кубометров газа в год. Разумеется, цены не европейские. Я на всякий случай напоминаю, что в мире действуют две совершенно разные системы ценообразования. Одна разумная, с нефтяной привязкой. Как высчитывается, в очередной раз могу напомнить, берем теплоту сгорания природного газа, сравниваем с корзиной, в которую входит не только сырая нефть, но и мазут и дизельное топливо печное, делаем скидку, получаем итоговый результат, формулу цены, которая меняется раз в 9 месяцев. Так работают люди нормальные, подписывающие долгосрочные контракты, думающие о развитии как производителей, добытчиков природного газа, так и о тех компаниях, которым, собственно говоря, газ нужен. Люди ненормальные, живущие, собственно говоря, в Европейском Союзе, решили, что все ценообразование должно быть биржевым. Сравнивать цены, которые возникают на бирже, с теми, которые получаются в результате применения формулы цены в долгосрочных контрактах, конечно, можно, но для этого надо иметь мозговой аппарат облегченного образца.
Если вот такой мозговой аппарат использовать, тогда можно увидеть заголовки у всевозможных наших блогеров, которые сообщают, что в Китае мы продаем газ со скидкой. Еще раз, то, что касается долгосрочного контракта «Газпрома» и China National Petroleum Company, здесь контракт долгосрочный, здесь привязка к корзине нефти. Что происходит на европейском рынке, анализу не подлежит. Тут и словесные интервенции, и какие угодно еще проблемы. И замечательная голландская биржа TTF, которая принадлежит, в свою очередь, американской компании, чудеса могут быть разные. Состоится ли сила Сибири-2? Мы видели, наблюдали, я надеюсь, во всяком случае, еще не все успели забыть визит Владимира Владимировича в Монголию. Монголия – страна, где уровень газификации равен нулю. И в том случае, если газопровод «Союз», так он будет называться, на территории Монголии действительно будет построен, можно будет и России, и Монголии размышлять о строительстве уже газовых электростанций. Если еще раз внимательно посмотреть на точку входа магистрального газопровода «Союз» из Монголии в Китай, с территории Монголии на территорию Китая, то мы обнаруживаем Уйгурский автономный округ. Плотность населения минимальна. Соответственно, надо размышлять о том, что именно, какие именно направления в экономике или новые населенные пункты смогут стать потребителями такого объема газа, о котором сейчас идет разговор. Может ли это состояться быстро? Ну, давайте с чем сравнивать северо-западную провинцию Китая в России? Ну, давайте поговорим, не знаю, о газификации Магаданской области. Вот представим себе, что мы решили, что Магаданскую область надо газифицировать. Вот мы и будем думать, какие добычные проекты, перерабатывающие проекты, где строить населенные пункты. Будем рассчитывать по времени, когда что может состояться. Не самый быстрый процесс, поэтому обижаться на китайцев, что они до сих пор не закатали штаны и не побежали подписывать договор, особо не приходится. Как у них выстроятся планы, будем посмотреть. Напомню, что руководство Китая давно пытается решить проблему с плотностью населения. Очень высокая плотность в тропических районах Китая на побережье и очень низкая на Диком Севере. Отдельно привет всем тем, кто рассчитывает, что китайцы рванут покорять Якутию, Забайкальский край и прочее. Им там холодно. Им у себя-то холодно. Если мы посмотрим на территорию, прилегающую к великой реке Амур, то обнаружим, что там с демографией совсем никак. Так что у китайцев проблем много. Напомню, что переговоры по силе Сибири шли с 2004 года по 2014, 10 лет. Так что здесь я лично не вижу чего-то нового, чего-то неожиданного, из-за чего надо переживать. Переживать надо о том, что нужно развивать другие направления газового бизнеса, о чем совсем недавно заговорил президент Российской Федерации, потребовав от «Газпрома» разработать план развития на ближайшие 10 лет. Так что наблюдаем, посмотрим, что будет здесь. Из прочих негативных новостей, которые вокруг нас пытаются сочинять, это неожиданный разговор о том, что будет строить новый газопровод Казахстан для того, чтобы поставлять газ в Китай. Это, разумеется, конкуренция. Совершенно замечательная новость, особенно с учетом того, что Казахстану газа не хватает для того, чтобы выполнять свои контрактные обязательства перед Китаем. А тут внезапно появится еще дополнительный газ. При этом мы ждем решения Казахстана не только по предстоящему референдуму о строительстве атомных электростанций в этом государстве, но и решение о том, как будет выглядеть проект газификации северо-восточных областей Казахстана. Напомню, один из вариантов для того, чтобы финансовая нагрузка на потребителей газа в Казахстане резко не росла, дополнительно зарабатывать деньги на транзите российского газа в Китай через территорию Казахстана. Тогда появляются транзитные платежи, и тот газ, который будет закупаться в России, можно компенсировать, поскольку цены сейчас в России выше, чем в Казахстане.
Вот, собственно, на мой взгляд, проходит нормальная планомерная работа. Конечно, хотелось бы, чтобы она шла быстрее. Тем не менее, восстановление объемов добычи мы уже видим. В этом году ожидается по сравнению с 2023 годом от 10 до 12% прибавка. Вроде бы Министерство финансов решило не брать с «Газпрома» больше повышенный налог на добычу полезных ископаемых. Напомню, что в этом году 50 миллиардов рублей «Газпром» добавляет просто ежемесячно. В течение года будет собрано еще 600 миллиардов. Тогда у него в следующем году появляются финансовые возможности для того, чтобы заниматься проектами, ну, вероятнее всего, связанными либо с переработкой газа, либо с какими-то проектами, связанными с сжижением природного газа. Напомню, что помимо крупного проекта в Амурской области, где в городе Свободном должен выйти на проектную мощность газоперерабатывающий завод мощностью 42 миллиарда кубометров газа в год, «Газпром», по сообщениям руководителя Алексея Миллера, не остановил работы в Ленинградской области на берегу Балтийского моря, где на одной площадке должен возникнуть целый химический кластер, газоперерабатывающий завод мощностью уже 45 миллиардов кубометров газа в год, газохимический комплекс, который будет перерабатывать продукцию, который будет выдавать газоперерабатывающий завод, и завод по сжижению природного газа мощностью 12 миллионов тонн в год. Друзья, YouTube блокирует, возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Может быть, какие-то подвижки будут здесь. Будем наблюдать, и я не исключаю, что мы услышим какие-то новые сообщения, связанные с Мурманской областью. Прошла новость о том, что проект Мурманского СПГ «Новотек» сдвинул вправо. Это означает, что под угрозой проект газификации Карелии и Мурманской области. Напомню, что на день сегодняшний спрос Карелии и Мурманской области совокупный порядка 8 миллиардов кубометров газа в год. Это означает, что газоотвод от Волхова до Мурманска либо не окупится никогда, если продавать по тем ценам, которые есть сейчас, либо цены надо повышать настолько, что газ просто никому не будет нужен. Решение этой проблемы в свое время предложил «Новотек». В том случае, если бы шла реализация плана Мурманского СПГ, дополнительные 30 миллиардов кубометров, которые шли бы на сжижение, они окупали бы все затраты на строительство газоотвода. Теперь, если Мурманский СПГ сдвигается вправо, причем на какой отрезок времени никто сказать не может, для того, чтобы выполнить поручение президента необходимости газификации Карелии и Мурманской области, какой-то проект, вероятнее всего, должен предложить сам «Газпром». Какими могут быть проекты? Обязательно ли заниматься сжиженным природным газом? Сказать сложно. Варианты строительства завода, который будет выпускать азотные удобрения или карбамид, да, возможно. В этом случае будет увеличиваться спрос в Мурманской области, в этом случае появится экономика в проекте строительства газоотвода. Ждем. Я не думаю, что «Газпром» та компания, которая в ответ на прямое поручение президента будет работать в стиле нашей любимой компании РЖД. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, рекомендую вам не дожидаться, пока его заблокируют и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово нас поддержать в столь нелегкий момент. Спасибо, до новых встреч. Для тех, кого не запугать замедлением YouTube, поскольку они еще помнят, какой восторг вызывали диафильмы, рекомендация заглядывать в наш телеграм-канал, там вы узнаете новости о нашем проекте быстрее всего. Всем спасибо за внимание.